Как сделать X10 к доходу за 1 год? Сегодня мы с вами поговорим об этом. Первое, что вы можете сделать, это начать учить. И вернее, знаете, любой тренер, который обещает сделать X10 к вашему доходу за год, он научит вас, как упаковаться и как начать обучать других мастеров. Потому что ничего другого вам никто предложить не сможет, и никак иначе вы быстро увеличить свой заработок не сможете. И вас закинут в такое, знаете, инфо-цыганство, в котором вы будете делать вид, что вы очень богатая, состоятельная женщина, у вас много сумок Гуччи, вы путешествуете, вы живете в Дубае как минимум, вы вообще роскошная женщина, вы всего этого добились, потому что вы вот такая успешная. И если к вам придут на обучение другие мастера, то они тоже станут успешными. И наша отрасль, перманентный макияж, она превращается в какое-то инфо-цыганское болото, потому что я считаю, что без труда не вытянешь рыбку из пруда, и X10 за год у вас ни у кого сделать не получится. В итоге эти кейсы будут надутые. Увеличить свой заработок вы можете за долгое количество времени, став нереально крутым мастером и улучшив свои скиллы, и постепенно нарастив сарафан, и, соответственно, постепенно подняв цену. Это случится не за год и не за 2, потому что, как ни странно, в этой профессии мастер перманентного макияжа 90, наверное, процентов мастеров вообще не умеют рисовать, не нарисуют ровный квадратик, не нарисуют 2 ровных одинаковых прямоугольника или какой-нибудь идеально ровный круг. Вот попробуйте прямо сейчас вместе со мной, пока смотрите видео, сесть и набросать на бумажке вот те вещи, о которых я говорю. Это значит, что вы не самый лучший мастер. Это значит, что если вы хотите сделать X10, вы придете на обучение какой-нибудь Ире Кошмаровой, и она скажет вам, что вам нужно научиться классно фотографировать, научиться классно фотошопить свои работы, и после этого всем рассказать, что вы готовы обучать, и вы вообще создали свою уникальную программу. К вам пойдут такие же новички, как вы, когда пошли к Ире Кошмаровой, для того, чтобы научиться зарабатывать огромные деньги, дуть вообще в уши бедным новичкам, которые считают, что эта профессия очень легкая, и в нее только приди, сразу начнешь зарабатывать огромные бабки. А на самом деле сейчас перманентный макияж – это зона кровавого океана, очень много мастеров, все примерно на одинаково плохом уровне, нету сильных мастеров, те, которые себя считают сильными, заблуждаются. Реально сильных мастеров я знаю по пальцам 2 рук в мире, если честно. Все остальные фотошопят грамотно, переворачивают свои работы, фотографируют какую-то расчлененку. Я должна рассказать вам о своем бэкграунде. Я работаю мастером перманентного макияжа уже больше 13 лет. Я была мастером перманентного макияжа, когда многие из вас еще даже не знали, что такая профессия существует. И в моем бэкграунде есть владение сетью студий. Это 11 студий в 9 городах по всей России. Это больше 70 мастеров, которые единовременно работали. Больше 5000 клиентов каждый месяц на сеть студий. Это просто невероятный поток, который до сих пор никто не повторил. И я вам скажу, что X10 я не делала ни разу за вот эти вот 15 лет работы в этом бизнесе. Я продавала мастер-классы, я продавала онлайн-обучение. У нас были школы в 8 городах, и постоянный набор студентов был. То есть никто не повторил этого. И у нас было X3, но X10 ни разу не было, понимаете? И если вам говорят, что вы за год сделаете X10, это значит, что вас поместят в среду мастеров или, вообще, в принципе, людей, которые хотят сделать вид, что они зарабатывают. В такую, знаете, нездоровую, когда люди начинают врать, потому что им кажется, как это, вот у нее же есть, вот она же машину купила, а я что, не могу? И люди начинают просто фотографироваться с чужими машинами или берут машину в кредит. Знаете, X10 – это когда ты пошел за наличку, купил там Range Rover за 10 миллионов или там, не знаю, что-то сейчас продается на рынке. А не когда ты взял дешевую машину в кредит и будешь ее несколько лет выплачивать. Это не X10, но это такой показатель, что, смотрите, мое обучение работает. Это неправда, этого не будет, это раздуто, это не по-настоящему. И если вы сделаете X10 за год, то это что-то будет такое, за что можно вообще присесть. И это даже опасно. В основном это безопасная брехня, которая в Инстаграме вешают лапшу для того, чтобы пришли такие, знаете, как похоже на МММ. Приди ко мне учиться, я научу тебя, как делать X10, а в итоге это получается, что ты начинаешь делать ровно то же самое, просто с другими новичками, с какими-то, которые к тебе придут. Кстати, можно, наверное, сделать X10, если у вас был 0.
Да, если вы зарабатывали там 5 или 10 тысяч в месяц, то X10 вообще изи сделать. Но почему-то у меня в голове сидит, что X10 это очень большие деньги должны быть. Я медийный человек. Мне пишут постоянно люди, рассказывают свои истории. И вот, например, одна из них, как мастер, хороший, крепкий мастер из европейской страны, пошла на обучение, на наставничество вот к такому преподавателю, который обещал X10. И чему ее там научили? Это как упаковать свой аккаунт, как начать обучать, потому что другого пути нет, вам ничего другого не предложат. После того, как она все это сделала, она делала это несколько месяцев, она даже начала обучать, она полностью растеряла свою клиентскую базу, потому что люди не хотят ждать. А вы должны понимать, что если вы начинаете обучать, то вы теряете фокус с клиентов, и они перестают к вам идти, сарафан заканчивается, редеет и вообще в принципе заканчивается. И получается, что вы как бы переключаетесь на другой вид деятельности. И там тоже должен быть сарафан на самом деле. То есть в правильном бизнесе всегда вас должен кормить не рекламный трафик, а это должен быть сарафан из благодарных, восторженных клиентов. Что в обучении, что в профессии просто мастера перманентного макияжа. Поэтому как только вы начинаете обучать кого-то, увлекаетесь другой отраслью, вы должны понимать, что речку из клиентов вы осушите и потеряете. История этого мастера закончилась тем, что она стала даже не преподавателем, она стала наставником тех людей, которые будут преподавать. И она учила, как ее научили, поднимать резко и необоснованно цены на свои услуги. И в итоге это ее выжгло, она выгорела, она потеряла свою клиентскую базу, она испортила себе репутацию, потому что чудес не бывает. Вы начнете зарабатывать больше спустя долгое количество времени, работы постоянно в одной и той же профессии, подниманию, усилению своих скиллов, постепенному очень подниманию цены, когда у вас становится очередь из клиентов, и вы постепенно, чтобы не травмировать, поднимаете стоимость на свои услуги, чем бы вы ни занимались. И только так можно долго существовать, быть с хорошей репутацией, быть хорошим мастером. Если вдруг вы сейчас собираетесь пойти кому-то на обучение, а у нас в сфере перманентного макияжа инфо-цыган развелось много. И мальчиков, и девочек, и худых, и толстых, всяких разных. И с... ладно, не буду перечислять подробности внешности, чтобы вы не поняли, о ком я говорю. Придя туда, придя на это обучение, вы можете похерить просто свою дофаминовую систему. То есть вы придете в ожидании, что сейчас вы начнете много зарабатывать, у вас сейчас там какая-то цифра. Люди, которые придут с вами на поток, а это почти всегда люди, которые понимают, что вот это вот как-то вот правильно работать им не хочется, им хочется быстрых денег. Они начинают врать, они начинают покупать или брать какие-то фейковые сумки, типа путешествовать, что-то там фотошопить. Короче, брехать изо всех сил. И вы, если нормальный, честный человек, вы будете просто в этом находиться и думать, как, почему? Я делаю все то же самое, у меня не получается, где мои клиенты? Я хуже, что ли? То есть у меня когда-то жопа тоже на эту тему горела, потому что мы делали все правильно, все идеально, у нас X10 не было ни разу в жизни. Как это работает? Я знаю мастеров, которые когда-то работали в моей сети, и они продолжают работать, они зарабатывают много денег, но это никогда не X10, а это... наверное, лучшие мастера в мире, которые сейчас, в принципе, существуют. Очень сильные, крепкие, очень красивые работы делают. А мы же говорим про мастеров, которые сами делают пиявка брови, понимаете? Если это мастер или вообще не мастер, который никогда не владел ни одним бизнесом и просто начинает вас учить теоретически, как заработать бабки в этом женском и глупом бизнесе. Поэтому... я призываю вас не верить этому. Чудес не бывает. Вы не сделаете X10. Вас просто научат, как врать, вас просто научат, как обманывать других людей, которые тоже хотят сделать вот это X10, X5 и так далее. А в итоге вы испортите себе репутацию и поломаете свою дофаминовую систему, потому что это же очень важно, когда ты идешь на работу с каким-то ожиданием, его получаешь. А тут ничего хорошего не получится. Я уверена, что среди моих подписчиков есть много людей, прошедших подобные программы. И знаете, напишите в комментариях, каково это, но меня интересует, знаете, такой лаг временной, 2-3 года, то есть не когда ты только пришел, только все там у себя обработал, только вот какие-то пришли деньги, и ты быстро уже дал отзыв своему наставнику, он тебя уже разместил, и как бы после этого говорит, что да нет, все плохо, все не работает. Человеческая психика так устроена, что если ты совершил ошибку, ты начинаешь ее оправдывать, начинаешь ее защищать, и не можешь сказать, да, я был баран, я совершил ошибку, и это не сработало. В итоге спустя 2 или 3 года я все еще не живу в большом шикарном доме с бассейном, не езжу на дорогой машине, не летаю бизнес-классом, я все еще какой-то пиздобол. Вряд ли у многих, вернее, из вас хватит смелости такое написать, но я все-таки жду в комментариях ваш рассказ о том, как вы сходили несколько лет назад
ключевое. И заработали X10, и продолжаете зарабатывать, что самое важное. Не единожды это сделали, когда у вас было 5000, а потом стало 50, да? 50. А это же нам нужно на долгосрок, то есть это навсегда. Вы должны постоянно стать богатым человеком, зарабатывающим много денег. Ну и, естественно, я всегда могу быть неадекватной, может быть, я какая-то тупая старая женщина, которая не понимает, как это работает, но у вас все получилось, вы зафиксировались на Олимпе, вы шикарная женщина, которая зарабатывает, и все это благодаря вот таким вот курсам и наставничеству. Опишите свою историю, я не буду, клянусь, удалять ничего, все прочитаю, мне очень интересно ваше мнение. Еще бы мне доказательств, конечно, хотелось, потому что написать можно все, что угодно. Какие доказательства вы можете представить? А вы летаете бизнес-классом, а у вас есть дом с бассейном, а машина у вас дорогая, она ваша, и покажите свою студию, покажите, на чем вы зарабатываете, свои, не знаю, банковские счета. Но люди в постсоветском пространстве вообще-то не любят. Они любят хвастаться, любят брехать, но не любят показывать доказательства. Типа, не лезь ко мне в карман. Поэтому, что бы вы ни написали, я вам не поверю. Ну и резюмируем. X10 сделает только наставник ваш, на вас, но не вы. Всем пока.